Привет, любители и профессионалы! Сегодня в ролике самая обычная скамейка из необычного материала. И целый месяц ее тестирования, местами не всегда адекватного, показал, что тема абсолютно рабочая. Ничего не ломается и не улетает. К тому же, что немаловажно, она малозатратная и не потребует от вас каких-то специфических навыков, а также дорогостоящего инструмента. Ну а мне и моей семье она зашла настолько, что я изготовил целых 3 скамейки. За это время я немного улучшил и усовершенствовал процесс, и теперь готов с вами им поделиться. Ну а если вы все еще сомневаетесь в моих словах, то для начала можете за 30 минут изготовить вот такую простую симпатичную скамеечку. А заодно и опробуйте мой метод нанесения декора. Это мое ноу-хау, ничего похожего я ни у кого не видел. Но сам метод просто и изящен, поэтому я думаю, многие мастера возьмут его на вооружение. К тому же те, кто давно меня смотрит, знают, что дерьма я не предлагаю. Поэтому, ребят, давайте договоримся сразу. Тем, кому тема интересна, продолжают смотреть, все остальные просьба, покиньте чат. Итак, если кто-то еще не понял, то скамейки мы будем делать из пеноплекса. И первая моя грубейшая ошибка – это использование вот такой специальной пены для пеноплекса. И дело, ребята, здесь даже не в цене, потому что подойдет самая обыкновенная монтажная пена, а в ее цвете. Просто если вы захотите оставить пеноплекс непрокрашенным, как будет в сегодняшнем ролике, то этот шов с голубой пеной будет очень сильно выделяться. Следующий принципиальный вопрос – это использование малярного скотча. Обязательно проклеивайте лицевой шов, потому что излишки пены могут легко удаляться с кусками пеноплекса. Вообще, ребят, сам процесс склейки – это 90% успеха всего мероприятия. Поэтому не торопитесь, действуйте аккуратно и старайтесь производить все манипуляции на довольно ровном месте. А, да, еще, ребят, забыл совсем добавить, что в этом ролике вы можете увидеть 2 момента, потому что я снимал производство и первой изготовления, вернее, и первой и второй скамейки, поэтому иногда материал будет дополнять просто друг друга. И еще, конечно же, заговорился и пропустил самое главное. Размер плиты у нас приблизительно 1200 на 600 мм. Так вот, перед склейкой разрезаем плиту поперек размером 900 на 300 мм. Толщина плиты у меня 50 мм. Каждая боковинка будет у нас склеена из 2 плит и общей толщиной будет 100 мм. В первом варианте моей скамейки толщина плиты у меня была 130 мм, и я вам скажу, что выглядит это немного неэстетично. Плиты между собой будут склеиваться так, чтобы был перехлёст шва, поэтому постарайтесь их сложить так, чтобы надпись «Пеноплекс» оказалась в середине пирога. Ну а тут, ребята, как я и говорил, голубой шов очень хорошо виден на розовой поверхности, поэтому использование бы обыкновенной светлой пены было бы гораздо лучше. Правда, в принципе, это только в том случае, если после изготовления скамейки вы не собираетесь, вернее, собираетесь оставить пеноплекс в исходном состоянии и не собираетесь его прокрашивать. Ну а следующим этапом у нас идет изготовление вот такого небольшого шаблона или трафарета, который бы влазил в размер 900 на 900 мм и при этом имел анатомическое строение сиденья. У меня, как видите, все это получилось и даже остался небольшой зазор. Жаль, что пеноплекс не выпускает плиты 2 на метр, ну тогда можно было бы разгуляться. Исходя из опыта, скажу, что внутренние отверстия вырезать мы не будем, потому что изначально я хотел усилить конструкцию вот такими закладными из прута, вставив их в пирог между 2 слоями пеноплекса. Однако я от этой идеи отказался, ну а вы можете попробовать, усилив всю конструкцию либо прутами, либо арматурной сеткой. Ну а мы дальше переносим контуры нашего шаблона на пеноплекс. И особая точность здесь нам пока что не нужна. Просто этот контур нам нужен, чтобы не тратить пену на весь лист. И при этом, чтобы она обязательно точно была у нас на срезе, на будущем срезе. Поэтому сейчас по возможности наносим пену поближе к нашей разметке. Также заполняем контур изнутри. И накрываем все это дело, не забывая про перехлёст швов на материале. Дальше все это дело надо обязательно зафиксировать чем-то тяжелым. У меня это лист тройки и пару бэушных аккумуляторов. Пока еще есть возможность, обязательно проверяем и поправляем листы, если они сместились между собой. Ну а дальше, естественно, придется немного подождать. И время этого ожидания, конечно же, зависит от использования вами пены. Кстати, чтобы не тратить время впустую, в эти промежутки можно заняться подготовкой доски. Еще, ребят, замечу, что гораздо лучше смотрится, когда шов на наружной части нашей боковинки проходит горизонтально. Он получается гораздо короче и не так заметен. Поэтому, ребята, постарайтесь, чтобы и боковинки, и швы, соответственно, на них получились у вас симметричны. Я после изготовления первой скамейки помнил об этом, но, как обычно, при изготовлении второй эту тему провтыкал.
Ну а мы тем временем переходим к самому ответственному этапу нашей работы. Еще раз переносим контур нашей будущей боковины на заготовку. И вот теперь это уже необходимо нам для того, чтобы вырезать. Так вот, в первый раз для этих целей я собрал даже небольшую установку. Взяв ненужный кусок профиля, просто приварив его к верстаку и натянув нехромовую нить с небольшим натягом. Низ проволоки через простой болт и отверстие я зафиксировал на лежащем на столе OSB, ну а вверх просто намотал на конец профиля с небольшим натягом. Далее через крокодилы подключил старый компьютерный блок и, двигая верхний крокодил, добился нужной температуры нехромовой проволоки. Рез на материале получился довольно симпатичный, но, ребят, скажу честно, что если бы это надо было делать по прямой, то никаких проблем. А вот с плавностью линий получились сплошные косяки. Поэтому потом я сделал и ручную версию этого аппарата. А также попытался исправить брак с помощью болгарки и всех видов шлифовальных кругов. Но сегодня, ребята, я обещал вам быстро и просто, поэтому оставим это все в покое. Не думаю, что у каждого в гараже или в мастерской лежит нехромовая проволока и ждет своего часа. Поэтому сегодня мы будем использовать самую обыкновенную пилку для металла или по металлу. Понятно, что материал обрабатывается довольно легко, но и тут, ребята, необходима небольшая сноровка. И самое трудное – это удержать наше полотно под 90 градусов относительно плоскости. И особенно трудно это сделать на крутых радиусах. Но, к счастью, материал позволяет потом доработать небольшие косяки, поэтому не бойтесь, немножко потренируйтесь и вперед. Ну вот и все, ребята, это была самая трудная часть марлезонского балета, поэтому дальше дела пойдут быстрее и проще. Поэтому дальше, чтобы наверняка была стопроцентная повторяемость, берем не лекало, а готовую боковинку и переносим ее контуры на вторую заготовку. Потом очень аккуратно мелкозернистой наждачкой немного проходим наш срез и с помощью канцелярского колюще-режущего предмета снимаем небольшую фаску. Это самый оптимальный метод, потому что использование болгарки в этом случае не вариант. Фаску я снимал небольшую, где-то порядка 1 сантиметра шириной. Тут тоже, ребята, без опыта не советую торопиться. Даже с новым, довольно острым лезвием иногда получаются небольшие заломы. И как вы правильно поняли, фаску мы снимаем на всех углах. И еще раз подправляем все мелкозернистой наждачкой, в моем случае это 800-ка. И переходим к самому интересному. Дальше берем обыкновенный строительный фен. Если у вас его нету, не беда. Подойдет и бытовой, который можно выпросить у мамы, жены, друга, либо подруги. И аккуратно, очень аккуратно, потренировавшись сначала на ненужном кусочке, с помощью этого фена заглаживаем наш распушившийся пеноплекс. Где надо, еще раз подравниваем канцелярским ножом и снова заглаживаем. Итак, после применения фена у вас получится более-менее гладкая поверхность. Поры закроются, ну а морщины разгладятся. Пеноплекс приобретет небольшой автозагар, и если бы не нашел, голубого цвета, то все было бы вообще идеально. Еще, ребят, хочу предупредить, что после изготовления всего 2 заготовок и резкий пеноплекс обыкновенной пилкой, будьте готовы, что вся ваша мастерская будет практически завалена этой пенополистирольной пылью. Поэтому при работе обязательно используйте средства индивидуальной защиты. Если есть вентиляция, обязательно включайте. Если есть возможность работать на открытом воздухе, то используйте эту возможность. Кстати, эта мелкая крошка отлично липнет к всему пластмассовому. Поэтому при первом изготовлении скамейки я чуть не спалил новую болгарку. При использовании ее вентиляционные отверстия забились просто буквально за секунду. И я, честно говоря, почувствовал этот горький запах подгоревшей обмотки. Да, бесщеточные моторы боятся перегрева. И как любой инструмент, обязательно нуждаются в чистке. Но у нас тем временем наступает уже следующий этап, и мы размечаем места крепления наших досок, либо досок. Обрисовываем их с помощью доски для лучшего позиционирования. И спешу напомнить, что в этих проектах я использую остатки, вернее отходы досок, которые у меня остаются от изготовления садовых качелей. Доска эта толщиной всего 20 мм, зато шириной 100. Ну а длина заготовок 1300 мм. Как видите, ребята, все выдержал в миллиметрах, чтобы там хейтеры не сомневались в моей компетентности. А вообще, выбирать доску надо немного потолще, и тогда жесткость конструкции увеличивается в разы. Но у меня этих обрезков больше сотни,
поэтому надо их куда-то девать. Вот я и пустил их на скамеечки. Ну а пока снова перенесемся на месяц назад. И там я изготовил простое приспособление насадку на строительный фен. Сделал я это простым и примитивным способом, просто обогнув доску куском 0,8 металла. Все это закрепил с помощью сварки на скребке, который шел в комплекте с этим самым строительным феном. Ну а для сегодняшнего мероприятия всю эту конструкцию я немного усилил стяжным хомутом, чтобы эта насадка не застревала в нашем материале. Кстати, если вы будете повторять мой эксперимент и вам лень будет делать такую насадку, то можете подобрать просто куски профильной трубы нужной толщины, соединив их или не соединяя, просто смотав куском проволоки вместе и нагревая вместо строительного фена обыкновенной газовой горелкой, ну или в конце концов, не знаю, газовой плитой. И еще раз напоминаю, ребята, что при горении и плавлении этот материал выделяет очень едкий дым, поэтому обязательно делайте все это в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице. Итак, теперь немного про ошибки. При первом применении этого чудо-устройства я почему-то не догадался выключать фен во время проникновения, так сказать, этой насадки в плоть нашего материала. Поэтому отверстия выходили подгоревшие и некрасивые. А доска болталась в них, в этих отверстиях, как нечто в проруби. Поэтому, ребята, включаем фен, берем ненужный обрезок материала и путем нехитрых проб и ошибок начинаем понимать, как все это должно работать. И да, во время самого проникновения фен обязательно выключайте. К тому же в первом варианте, когда боковины у меня были 13 мм, первые 10 мм я протыкал этой самой приспособой, а потом наклеивал дополнительный 3-миллиметровый лист, на который уже наносилась декоративная отделка. В сегодняшнем случае я просто сделаю пометку на моей приспособе 8 мм, чтобы заглубляться только на это расстояние и оставить 2 мм для декора. Вроде бы, как мне кажется, все объяснил вполне доступно и наглядно. Дальше, понятное дело, расчищаем получившиеся отверстия. Как будут крепиться в них наши доски, я думаю, многие из вас уже догадались. Поэтому сейчас покажу то, чего вы, конечно же, ждали, а именно декор нашего пеноплекса. И тут, конечно, ничего мудреного, нам просто понадобится, опять же, нагревательный элемент. У меня в арсенале есть небольшое количество накладок, применяемых в холодной ковке. Для первого проекта я подготовил и применил вот такие клейма для пеноплекса. Да, забыл сказать, что такие накладки вы можете купить в любом специализированном и даже иногда не в специализированном магазине. Но помните при выборе, что при создании сложных симметричных рисунков вам понадобятся и симметричные, соответственно, накладки. А вот круглые и квадратные уже по факту симметрично. Итак, немного подумав и поразмышляв, я приступил к декорированию наших боковинок. Для нагрева тонких накладок использовал, как видите, опять же, строительный фен. Немного тренировки, ребята, и результат огонь. Ну кто, ребята, скажет или напишет, что это получилось некрасиво. И оцените простоту и изящество подхода. Накладки потолще греем уже с помощью открытого огня. И еще раз напоминаю, соблюдайте технику пожарной безопасности. Используйте средства индивидуальной защиты. Как видите, по выжиганию мне можно поставить смелую 5. Но в нашем проекте все-таки немного чего-то не хватает, поэтому добавим пару изящных линий. И из моего опыта скажу, что лучше всего для этого использовать коралловый диск. А вот, ребята, и тот самый сюжет с болгаркой, о котором я рассказывал, и вентиляционными отверстиями. Как видите, понадобилось реально считанные секунды. Поэтому будьте внимательны и аккуратны, чтобы изготовление дешевой скамейки не повлекло за собой потерю дорогостоящего инструмента. Ну а мы практически находимся на финишной прямой и подходим к завершению нашего проекта.
Сейчас опять немного подправляем канцелярским ножом углы и по старой доброй традиции запекаем все это строительным феном. Не знаю, как вас, но меня, откровенно говоря, результат декора очень радует. Получилось просто ненавязчиво, симпатично, а главное быстро и недорого. Добавляем в середину рисунка небольшой завиток, и с украшением нашей боковинки, я думаю, пора заканчивать. Дальше аккуратно вставляем 10 досок в подготовленные пазы. Чтобы не вымазать доски и боковинки, применяем малярный скотч. Промежутки заполняем все той же монтажной пеной. Выставляем наши боковины вертикально и даем нашей скамейке окончательно засохнуть. Ну а я, ребята, как и обещал вам, за эти 30 минут покажу вам изготовление скамейки попроще. Здесь мы не будем ничего клеить, а просто возьмем плиту толщиной 100 мм. К сожалению, с наличием пеноплекса в Беларуси в последнее время небольшие проблемы. Поэтому использовать будем его аналог от белорусского производителя. И все, что нам надо, это вырезать два куска, вернее квадрата, со стороной 450 мм. Также вырезаем небольшой уголок для эстетики. Берем обрезок профильной трубы 50 на 25 мм. Привариваем к нему небольшую ручку. Нагреваем все это дело с помощью газовой горелки. И выжигаем в обоих кусках техноплекса пазы для крепления нашей закладной. Далее наполняем их монтажной пеной. Вставляем деревянный брусок подходящего размера. Добавляем в промежутки немного пены и переходим к декору. На этот раз декорировать будем вот такими уголками. И красивой круглой накладкой по центру. На мой взгляд, получилось просто и просто сногсшибательно. Канцелярским ножом снимаем небольшую фаску с углов. Запекаем все это с помощью строительного фена. Обрезаем и удаляем все лишнее. И с помощью простых саморезов закрепляем к нашей закладной доски. Ну вот и все, ребята. 30 минут и легкая, практичная, удобная скамейка готова. Теперь вы и ваши близкие легко смогут переносить ее по садовому участку. И, как говорилось в одной известной басне, и под каждым под углом был готов своя скамейка. Не ленитесь, ребята, сделайте, попробуйте, и я думаю, даже уверен, что вам обязательно понравится идея. Но у нас, я думаю, подсох уже основной проект. Сейчас немного подшлифуем наши доски, чтобы было гладко и приятно, и будем подводить итоги. Итак, со второй попытки изготовить скамейку со спинкой у меня все-таки получилось гораздо лучше. И если бы не этот голубой шов, то смотрелось бы просто идеально. Ввиду того, что я использовал обрезки досок, которые толщиной всего 20 мм, конструкция хоть и выдержит двух человек, но доски гуляют. И я думаю, пена со временем немного деформируется. Еще раз говорю, что если использовать доску потолще, то жесткость конструкции увеличится в разы. Хотя и будущий ремонт этой скамейки будет сводиться только к тому, чтобы обновить пенный шов. Что касается пеноплекса, то я использовал плиты Комфорт, потому что фундамент или цоколь, не помню как правильно называется, я попросту не нашел. А плотность этих плит в 2 раза больше, чем те, которые я использую сейчас. Так что если у вас будет возможность, то лучше, конечно, использовать плиты повышенной плотности. Ну а в целом, ребята, результатом я вполне доволен. Почему бы, скажите мне, не сделать такую мебель? Она отлично подойдет для сада, для детских игр. Мягкая, удобная, практичная. Ну а по износостойкости я бы, наверное, сравнил ее с надувной мебелью. То есть, если будете пользоваться аккуратно, то прослужит долго. Самое, наверное, слабое место у нее именно это шов. И я думаю, простая идея с сеткой и цементной смесью здесь не прокатит. А вот покрыть все это дело
жидкой резиной, либо гравитексом, я думаю, будет самое то. Правда, чтобы растворители не ели пеноплекс, надо будет подготовить базу обыкновенной грунтовкой. Но это, ребята, будет уже совсем другая история, а значит, будет не быстро и не дешево. Ну а сейчас все 3 скамейки я поставлю у себя во дворе и проведу маленький тест-драйв. Check the mic and make sure it sound right, boys. Поэтому на сегодня, я думаю, все. Всем, кому понравилось, ставим лайки, дизлайки. Обязательно подписываемся и не забываем комментировать. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Прорвемся.